Всем привет! Вы на канале Дом Стук. Сегодня я покажу вам то, как цветет моя клумба из луковичных. Расскажу несколько секретов их выращивания. Покажу также альпийскую горку на естественном склоне. И расскажу о том, как чувствует себя ранее посаженный газон. Невозможно представить себе весну без парада цветения луковичных. Особенно ярко смотрятся в этом параде тюльпаны. И в 2019 году в магазине «Лента» на распродажах по вполне демократичным ценам я купила около 10-15 упаковок вот таких тюльпанчиков. Тут разные сорта, махровые, обычные, яркие, красные, белые, розовые, фиолетовые. И высадила их изначально в круглую клумбу, хотела получить такую концепцию, чтобы они шли по кругу, и в центре солировала какое-то другое растение. Но не очень это удалось, потому что все равно луковиц для этого массива было мало. Поэтому в следующем году, в 2020 году, я их выкопала. Благо, я их сажала в специальных пластиковых контейнерах, что очень удобно, и советую это всем делать. И благополучно пересадила на новое место. Это вот такое проходное место. Тут у нас дорожка к дому. Мы постоянно уже 2 или практически 3 недели ходим и любуемся их цветением. После затяжной и долгой кубанской зимы в этом году особенно радует этот взрыв цвета, поэтому я решила даже не распределять их в дальнейшем по цветам, буду также высаживать в хаотичном порядке, чтобы был эффект фейерверка в весеннем саду. Если вы новичок в садоводстве, такой же, как и я, то совет. Махровые тюльпаны без выкопки теряют свои свойства и превращаются в обычные. Поэтому каждый год надо стараться их выкапывать. В принципе, это занимает не так много времени. Там примерно полдня на вот это количество луковиц, около 10 контейнеров у меня здесь. Я выкапываю, в марганцовке это все проливаю, промываю, укладываю, пересыпаю с опилками, отправляю на хранение до следующей высадки уже примерно в конце октября, в ноябре. Поэтому хочешь красивые махровые тюльпаны, надо потрудиться немножечко. С обычными тюльпанами, конечно, можно просто посадить луковицы и надолго-надолго забыть о том, чтобы ими заниматься и в дальнейшем выкапывать. Кроме того, неоспоримый плюс выкопки тюльпанов и посадки их в специальные пластиковые контейнеры — это то, что каждый год, выкапывая, можно отделять деточек и тем самым размножать свое тюльпановое поголовье. У меня уже есть разводочная клумба, где растут маленькие луковицы, которые через 2-3 года тоже будут такими же красивыми цветущими экземплярами. Цветет прекрасная черешня, желтая, вкусная, доставшаяся нам от прошлых хозяев, но, к сожалению, она сильно болела. В этом году я очень плотно занялась ее лечением, и вот она отблагодарила своим пышным цветением. Кстати, уже завязались плоды в огромном количестве. Надеюсь, что будем почивать ее с радостью. Нежнейшее, прекрасное цветение нашей любимой яблоньки. А прошлой осенью купили вот такую прекрасную декоративную яблоню Недзветского. И представляете, в этом году она уже вот весной зацвела. Прекрасный экземпляр, красавица. Осталось ей только подрасти и набрать массу.
Осенью 2016 года мы приобрели свой участок и не ошиблись в том, что посадили больше десятка плодовых деревьев. Вот, только через 4,5 года они начали по-настоящему цвести и плодоносить, а до этого это были совершенно единичные цветки и плоды в количестве до 5 штук. Это прекрасная вишня, к сожалению, я не скажу сейчас ее сорт, но если кому-то будет очень интересно, то могу найти и написать в ответе на комментарии. Это тоже молодая спирея, посадила ее прошлой осенью. Красавица невеста, настоящая, даже такая она еще малышка, но уже вполне декоративная. А что же будет дальше? Один из экземпляров морозника, я его посадила в рассеянную такую полутень под деревом кизила, рядом с луковичными, будет радовать меня в композиции весной. Он совсем молоденький, поэтому надо ему несколько лет, чтобы разрастись и быть пышным, красивым цветущим кустом. А следом идет живучка ползучая варигат. Это тоже мое новое приобретение в садовом питомнике. Увидела ее красоту цветения, очень нежные голубые цветы и красивую необычную листву. Она должна вот эту всю площадь с сорняками заполнить своей декоративной пестрой листвой. Мой розарий муж мне сделал в прошлом году 3 огромные шпалеры для плетистых роз, клематисов. Здесь у меня посажено около 10 роз. Все, конечно, я знаю по сортам, ну, о розах уже будем снимать дальше видео, когда они начнут цвести. А это вот грибочки, сморчки, я нашла название, вылезли, потому что здесь мульча из коры, привезенной из сибирских лесов. И вот одно из любимейших растений моего сада, это самое неприхотливое почвопокровное растение, ясколка. К тому же она зацветает вот уже через недельку белыми красивыми такими аккуратными цветочками. Всем советую, вот на юге прям классно она разрастается, заполняет собой пространство и нету сорняков. В прошлых видео мы показывали, как высаживали свой газон. Очень переживали, потому что около 2,5-3 недель он просто не всходил. Потом начали пробиваться такие единичные куртиночки травы, и наконец все заросло вот такой прекрасной зеленью. Есть, конечно, проплешины, будем с этим работать, но в общем виде уже виднеется такая изумрудная газонная травка, которая отличается по цвету и структуре от сорняков. А вот клевер там тоже в травосмеси использовался, что-то вот совсем я его не вижу, но вполне возможно он в дальнейшем будет тоже потихонечку там произрастать. Поэтому все нормально с нашим газоном. Собираемся уже покупать газонокосилку. Еще одно новое почвопокровное растение — это смолевка пестролистная. Она к тому же еще и цветет такими беленькими, аккуратненькими колокольчиками. Посадила ее в рассеянной полутени, должна заполнить собой земляное пространство. Дальше из моих любимых почвопокровников, солистов мая, следует флокс шеловидный. Вот такой он красавец голубого цвета. Такой он голубо-фиолетовый, в зависимости от освещения, времени суток, играет своими красками, неприхотливый, засухоустойчивый. Очень советую всем. Этот экземпляр мне подарила любимая свекровь, а этот экземпляр я вот уже приобрела на рынке. У него немножко другая краска, розовая с белой окантовкой. Маленькая куртиночка, которая должна за 3-4 года разрастись в большую-большую красоту и служить собой мульчирующим почвопокровным растением, чтобы не росли сорняки, и в мае декоративным цветущим ковриком.
Кстати, пение птиц на фоне — это не заимствованная звукозапись, а это настоящая птичка, которая живет у нас на фазенде. Здесь я показываю свою альпийскую горку на естественном склоне. Посажены тут не только типичные альпийские растения, но самое главное, чтобы сад приносил радость своим владельцам. А у нас все так и есть, поэтому разрастается ясколка, маргаритки, слева посажена овсяница сизая, хоста посередине уже показала свои носики и вот так распустилась. За ней туя западная боулинг-бол, опять вот флокс шаловидный, за ним гехера, рядом один из суккулентов. Также здесь растет можжевельник скальный, скайрокет справа, а слева барбарис оттавский Silver Miles и прекрасный наш огромный грецкий орех. Поближе показываю красную гейхеру и рядом по цвету в том же оттенке подходящий суккулент. Не пугайтесь синим гранулом, веду активную борьбу с нашествием улиток. Их просто море в этом году. Листва влажная, и они жрут все на своем пути. Новым растением нашего сада осенью 2020 года стала голубика. Решились купить 2 кустика. И вот, представляете, она уже цветет. Такие очаровательные цветочки, маленькие, беленькие, с зелеными основаниями, колокольчики. Подозреваю, что вот так усыпано ягодами будет. Маленькое — это совершенно юное растение нашего сада. Морозник. Это мой самый зрелый морозник, ему уже 1 год. Подарок моей свекрови. Так он разросся. Я думала, что он засох в прошлом году. Летом стоял совсем зачахший. А скорее всего просто он вот так листву скидывает и увядает, потом возрождается весной снова. Это у меня здесь тимьян лимонный, пряное растение, можно добавлять в чай. Мелиса, также пряное растение моего сада. А это огромный куст шалфея. Представляете, я вырастила из семян это растение. Был такой чахлик-дохлик в прошлом году. Еле-еле одно растение как-то вот выкарабкалось, разрослось такое огромное. Дальше следует в пряной грядке 2 вида мяты. Эту я купила, а эту дала мне свекровь. Любим чиз с травками. А это красавица пихта корейская Silver Rock. Надеюсь, не ошиблась в названии. Я сначала думала, что это приросты, а потом присмотрелась, да, это же первые шишечки. Именно шишки являются визитной карточкой данного экземпляра, потому что в дальнейшем они приобретут фиолетово-синий оттенок, и когда она подрастет, то десятки, даже сотни в дальнейшем шишек будут украшать ее наряд. Среди роз появился претендент на первое цветение. Роза Мими Эден образовала малюсенькие бутончики. На днях я еще увидела у нескольких роз маленькие бутоны. Но каждый год мне интересно, кто же будет первым. А это поросль соседской красивейшей белой сирени. Я ее благополучно пересадила к себе, и вот она уже цветет. А это
сирень, купленная в одном из питомников. Такая вот красавица сиреневая. Сирень сиреневая. Есть у меня название сорта, но я не помню навскидку. Она уже нарастила кустик метр высотой за 2 года. И первый год зацвела. А ее соседка тоже в этот же год была посажена и еще не зацвела. В этом году стоит малышкой. Моя маленькая радость — это успешное черенкование гортензий. Я сделала зимнее черенкование гортензии метельчатой ванила фрайс и гортензии древовидной баунти, а также крупнолистная гортензия начеренкована летом. Вот такие маленькие растения подрастают. Надеюсь довести их до крупных настоящих экземпляров. И пусть они радуют мой сад и сады моих друзей. Напоследок похвастаюсь своим недавним приобретением пеларгонии тюльпановидной. Вот такая розовая красавица, супер декоративная, просто отрада глаз моих. Надеюсь, смогу поддерживать правильную агротехнику, и она будет радовать своей декоративностью меня в саду. Всем до свидания, спасибо за внимание, не забывайте подписываться на наш канал. Пока-пока.